Всем большой привет, дорогие мои зрители! Сегодня я предлагаю приготовить вкуснейшие кабачки или цукини. У меня один кабачок весом 500 граммов. Натираю на крупной терке. Вот такая у нас куча кабачка получилась. Добавляю половину чайной ложки соли. Перемешиваю и оставляю на 5-10 минут, чтобы кабачки пустили сок. Также нам понадобится куриный фарш. Я беру одно куриное филе весом где-то 250 граммов. На крупной терке натираем одну цибульку. Половина у нас пойдет в фарш, а половина в тесто из кабачков. Также можно половину, та, которая пойдет в фарш, нарезать меленько и обжарить на растительном масле. Буквально за 30 секунд готово. Половину добавляю в куриный фарш. Фарш подсаливаем по вкусу и добавляем черный молотый перец. Перемешиваем. Если хотите, можете добавить сюда еще свои любимые специи или зелень. Я же оставлю так, только курица. Желательно брать именно филе, потому что оно быстро готовится. Цибулька, перец, соль. Мелко нарезаю немного укропа. Кабачок постоял, посмотрите, сколько из него у нас сока. И теперь берем его, вот так вот отжимаем. Максимально старайтесь отжать. Чем больше у вас сока из кабачка, тем больше вы добавите муки. Супер сочный. Добавляем сюда укроп, цибульку. Можно добавить зеленую цибульку тоже, одно яйцо, 2-3 столовые ложки муки. Все перемешиваем до однородности. Если вы видите, что оно у вас жидкое, добавьте еще немножко муки, но лучше всего, конечно, хорошо отжимать сок из кабачков. На сковородку с разогретым растительным маслом выкладываем немножко теста, формируем оладушек. Тоненько его распределяем. И сверху распределяю столовую ложку фарша. Это у нас с вами будут такие вот оладушки-котлетки. Очень вкусные штучки. Обжариваем на несильном огне, чтобы они у нас успели пропечься. Также делайте достаточно тонкий слой кабачкового теста и тонкий слой фарша. Этот я еще немножко подержу, потому что выложила его последним. Смотрите, у нас уже подрумянилось хорошо с этой стороны. Я обжариваю где-то по 4-5 минут с каждой стороны на небольшом огне, чтобы точно все успело пропечься. Смотрите, какая вкуснятина готова. Вы можете готовить тоже на сухой сковородке. Все прекрасно прожаривается. Посмотрите, у нас здесь такая котлетка из фарша. И здесь такой вот блинчик из кабачка. Ну что ж, давайте попробуем. Очень вкусное блюдо, обязательно попробуйте. Кабачки, они сами по себе всегда вкусные и идеально сочетаются с куриным фаршем. Обязательно выкладывайте тонко, чтобы у вас все успело приготовиться, и фарш, и вот это вот тесто из кабачка. Это невероятная вкуснятина, просто опупенно, как сказал мой оператор. Я с вами прощаюсь, всем пока, до новых вкусных рецептов.